Добрый день, приветствую вас на канале Рецепт вкусной жизни. Меня зовут Настя Лосева. Сегодня у меня вот здесь на заднем фоне мой огород, наш огород, грядки, которые муж делал своими руками. Я сегодня хочу вам рассказать об этом огороде. Это высокие короба высотой 30 сантиметров. Про размеры все расскажу. Плюсы и минусы высоких грядок тоже сейчас озвучу. Озвучу ваши вопросы, потому что у меня уже было подобное видео на канале. И вы задавали много вопросов об эксплуатации. Кто-то говорил, опять же, о муравьях и так далее. Вот сегодня я кое-что покажу, что осталось на огороде, что здесь растет и как. Вы можете посмотреть в моих видео, я оставлю ссылочки на них. Дача и огород 2023, я показываю все урожаи, показываю, что собираю с них, как выращиваю. Итак, давайте начнем с того, что вот это вот весь огородик, вот с такими грядками, которые есть на нашем участке. Есть еще вот теплица, я тоже ее неоднократно показывала. Все это есть на моем канале, вы увидите, что мы здесь все делаем сами своими руками. Огород состоит из 10 грядок размером 4 метра на 80 сантиметров. Почему такой размер грядок я выбрала? Дело в том, что для меня было важно сделать грядку, на которой я буду, стоя на одной стороне, доставать рукой до другой стенки. Да, я сажаю. У меня есть вот такая удобная скамеечка, которую я кладу между грядками. Здесь дорожка шириной 40 сантиметров. Маловато, конечно, но я объясню, почему мы сделали такую дорожку, именно такой ширины. По идее, нужно делать проходы между грядками не менее 50 сантиметров. Но у нас получилось так, как получилось, я тоже скажу почему. Итак, когда я, например, сижу здесь на стульчике и что-то высаживаю на грядке, то я спокойно достаю рукой до другой стенки. То есть я, сидя на одном месте, могу и на одной грядке, и на второй грядке работать со всех сторон. Ширина грядок 80 сантиметров, длина 4 метра. Таким образом, легко сажать, удобно. Культуры такие как баклажаны, перцы, ну вот крупные культуры, любые, какие вы выращиваете, в 2 ряда. То есть я отступаю 10 сантиметров от бортика, высаживаю, например, перец, потом отступаю 50 где-то сантиметров от ствола и 10 сантиметров от того бортика и высаживаю еще перец. Таким образом, между перцами достаточное расстояние, ну, либо между баклажанами, либо также у меня сидит клубника. То есть в 2 ряда, и у них хорошая проветриваемость между рядами этих посадок. Вот как раз 80 сантиметров это прекрасное расстояние для этого. По поводу эксплуатации. Наши грядки эксплуатируются уже 5 лет полных. И я сейчас покажу. Мы весной делали, то есть досыпали сюда грунт. И я показывала, как они сохранились вот там под землей. Сделаны они из лиственницы, обработаны биопрепаратом от гниения и от насекомых. Как вы видите, они немножко потемнели, конечно, но нигде нет никаких признаков гниения на них. Почему мы сделали такие узкие дорожки? Вот эта центральная дорожка у нас метр шириной, для того, чтобы здесь можно было проехать на тачке. Такие узкие у нас получились вот здесь проходы в связи с тем, что у нас сложный рельеф, видите, у нас склон, и мы сделали здесь ровную площадку, огородив габионами, то есть вот там идет как бы второй ярус. Все это убирали экскаватором вот на эту высоту, чтобы сделать здесь ровную площадку. Площадка получилась 6 на 10 метров площадью.
но естественно, что каждый метр работы стоит достаточно дорого. Плюс здесь посередине, то есть когда мы сделали эту площадку, мы обнаружили, что так как у нас здесь грунта практически нет, мы докопались до глины и скалы, то здесь на площадке стояла вода. Нам пришлось сделать вот примерно на расстоянии второй грядки, вот здесь вот проходит дренажная труба внизу, которая собирает отсюда всю воду, стекающую вот с этого склона, и уводит ее в арык. И получается, что здесь вода не застаивается. Ну, плюс к тому, здесь сделано, я сейчас оставлю вам все фотографии, которые показывают, как мы делали этот участок. Здесь сделана отсыпка песком, гравием, геотекстиль лежит, и потом только положена вот эта брусчатка. Конструкции вот эти вот металлические муж варил сам, они сделаны буквой Н. Ой, смотрите, лягушка закапывается. Никогда так не видела, чтобы лягушка закапывалась. Так вот, вот эта конструкция, то есть здесь два вот таких уголка, которые посередине тоже сварены уголком. Это для того, чтобы на всякий случай вот эту грядку не распирала, так как она сделана из доски цельной 4-метровой. Мы специально так сделали, чтобы ничего не резать. Соответственно, здесь вот таких 5 грядок, ну вот 10 грядок. Вот здесь в первом слое, в первом ряду у нас 5 грядок, а вот здесь вы видите 4 грядки, потому что 5-я грядка по условиям нашего чертежа и плана должна была проходить здесь, но мы решили здесь оставить себе хороший вот такой проход, в принципе правильно сделали, для того, чтобы здесь также проезжать на тачке. И, соответственно, вот эту грядку, которая должна была быть 5-я, мы просто разрезали на 2 части и подставили вот к этим вот грядкам. И вот эти 2 грядки у меня получились буквой П, но по площади они такие же, как и вот эти 5 грядок. Высота этих грядок 30 сантиметров, то есть 2 доски по 15 сантиметров. Когда я их делала, на дно укладывала солому и дальше растительные остатки всякие, и сверху уже выкладывала грунт. Сейчас я стараюсь, если у меня есть лишние растительные остатки, просто закапывать сюда, чтобы меньше сюда носить, так скажем. Плюс я тщательно мульчирую. Ну вот, например, вот здесь у меня росли кабачки. Вон там желтые еще растут. А эти кабачки, вот желтые. Ой, кабачки опять наросли. Желтый хорошо растет ясмин, а кавили от этих дождей уплыл от нас. Вот так выращиваю кабачки и тщательно вот здесь мульчирую. Видите, вот сколько растительных остатков. Ничего осенью я убирать не буду, так же, как и весной. Мульчу ни весной, ни осенью я с грядок не убираю. Наоборот, еще больше ношу сюда скошенную траву. Сейчас мы скосим газон, и я прям все эти грядки укрою вот этой скошенной травой. Теперь давайте про плюсы и минусы этих грядок. Многие мне писали о том, что клубника и чеснок будут вымерзать в этих грядках. Ничего не вымерзает. Ежегодно мы получаем хороший урожай чеснока. Вот клубника, которая спокойно зимует и хорошо растет на этих грядках. Дело в том, что эти грядки, они наоборот лучше весной, быстрее прогреваются. Это как плюс таких высоких грядок коробов. Быстрее прогреваются. А вот в эти проходы набивается наоборот снег, и он сохраняет вот это вот тепло. А вторым несомненным плюсом является то, что эти грядки легко укрывать. Я просто накидываю укрывной материал, а вот здесь вот в проходе вы можете уложить камни спокойно. И, соответственно, между грунтом и вашим укрытием получается такая воздушная подушка, которая, в принципе, и согревает, сохраняет тепло на грядках. Ведь мы, когда укрываем грядки, это не значит, что мы их укутываем для того, чтобы они именно грелись от этого спанбонда. Спанбонд, естественно, ничего не греет. Мы должны создать воздушное пространство, воздушную подушку между растением, между грунтом и укрывным материалом. Именно это спасает, так скажем, от сильных холодов, ледяных дождей и так далее.
Это второй плюс. Третий плюс в том, что эти грядки более плодородные. Дело в том, что весь плодородный слой и все плодородные, и все бактерии, которые обеспечивают плодородие нашего грунта, они обитают примерно в 10 сантиметрах слоя грунта. То есть чем глубже, тем меньше бактерий, потому что там уже нет воздуха, там нет влаги столько достаточной, чтобы они размножались. Поэтому все полезные бактерии, которые дают плодородие и выращивают, так скажем, наши растения, они сосредоточены в слое 10 сантиметров. Так как мы вот здесь вот тоже у нас получается есть определенный зазор, то есть здесь есть воздух, здесь есть свет, сюда попадает, то вот эти вот стороны грядок на расстоянии 10 сантиметров, они также наиболее плодородны. То есть вот в этом коробе сосредоточение полезных бактерий, оно не только на поверхности 10 сантиметров, но также и вот здесь вот у края. Вы, наверное, слышали и видели, что у многих людей, которые занимаются природным земледелием, они говорят о том, что растения, например, морковь, свекла, которую высаживают у стенок грядки, они вырастают наиболее крупные. Это именно потому, что вот здесь вот также скапливаются полезные бактерии, которые как раз и кормят наши плоды. Чем больше органики мы принесем на нашу грядку, тем лучше все будет расти. И тем меньше нам работать. Как раз вот такие грядки дают нам возможность меньше работать и освобождают наши руки. Почему? Потому что на них намного легче мульчировать. Вот сейчас вам покажу. Видите, вот здесь грядка и есть определенный бортик. То есть на всех грядках у меня есть бортик. Грунт я не досыпаю до поверхности. Это дает возможность положить траву, и трава у вас никуда не утекает, никуда не улетает, а просто, сейчас на баклажанах покажу, она утрамбовывается таким ковриком. Вот, видите, коврик, вот он коврик из травы, и то, что я мульчировала. К тому же он перерабатывается очень быстро. Вот я сюда приносила раза 3, наверное, сантиметров 15 было мульчирование, и вот что осталось. То есть вот это вот все идет в питание наших баклажан. Смотрите, какие хорошенькие. Зелень здесь, базилик. И, кстати, уже опять наросли баклажаны. Вот, нужно собирать. Вот баклажаны. Вот. Отвечая на ваши комментарии по поводу высоких грядок, дело в том, что я показывала, что у меня есть особые высокие грядки, на которых я выращиваю кабачки, тыквы, это из нетканного материала. Ну, плюс вот у меня перцы еще в кашпо растут. Все же вы не путайте вот такие грядки короба и кашпо отдельные. Дело в том, что чем больше у вас объем грунта, тем меньше, получается, вам нужно ухаживать и удобрять. Это грядка, которая живет своей жизнью, если вы ей позволите и не будете засыпать ее химическими удобрениями. Хочу ответить, наверное, на 2 самых популярных комментария, возражения против мульчирования и против таких высоких грядок. Ну вот против таких высоких грядок говорят, что они нуждаются в особом поливе, что их нужно поливать, поливать и поливать. Нет. Если вы их хорошо замульчируете, а мульчировать можно не только травой, можно и опилками мульчировать. Например, клубнику я мульчирую опилками. Что-то вы можете мульчировать нетканным материалом, если у вас нет. Можно мульчировать на худой конец картоном, хотя мне это не очень нравится, потому что в картоне есть клей, но все же, чтобы не допускать пересыхания почвы. К тому же, если вы накроете верхний слой почвы, то на нем будут как раз развиваться вот эти бактерии, которые перерабатывают зеленые остатки и дают питание почве.
И опять же, хочу, чтобы вы не путали выращивание в горшке, в кашпоне большом и в этой грядке. Когда объем грунта большой, то он не так сильно пересыхает, особенно замульчированный, чем когда вы выращиваете что-то в кашпо. Да, в кашпо нужно поливать намного чаще, 1 или 2 раза, даже в день, если у вас стоит засуха, например. И второе, что говорят, что в этих грядках муравейники, в этих грядках слизни, потому что нужно мульчировать. А, Я не скрываю, да, иногда есть муравейники собираются, я их быстренько поливаю нашатырным спиртом разведенным, и они уходят. Муравьи не любят запаха нашатыря, они от него не гибнут, но они просто уходят. Можно, иногда я капаю прямо на стенки грядки, чтобы вот этот запах их отпугивал. То же самое можно делать для того, чтобы отпугивать этих бабочек с капусты и так далее. Что касается слизней, ну, конечно, слизни встречаются, но вы знаете, я не вижу, чтобы они приносили мне какой-то там особый ущерб. Ну, в какие-то года, без вот этого мульчирования, еще когда не было у нас этих грядок, слизней было достаточное количество, и я все-таки подразумеваю, я все-таки думаю, что наличие или отсутствие муравьев и слизней зависит от каких-то природных явлений, от каких-то волн, то есть их бывает больше, бывает меньше. Я показывала, что у нас, вот мы живем возле леса, у нас вот на нашем газоне прям бывает, без всякого газона-то я не мульчирую, бывает прям муравьи делают муравейники посреди газона. То есть это не связано ни с каким мульчированием, поэтому от того, что вы будете мульчировать грядки, больше муравьев у вас или слизней не будет. Это я вам точно гарантирую. В теплице у меня в этом году вообще не было слизней, хотя в прошлом году были слизни, но вот, видимо, такой год. Пишите мне, пожалуйста, еще свои вопросы, что вас интересует об этих грядках. В таких грядках очень легко организовывать капельный полив, если вам нужно. Но вот в нашем регионе мы пока приняли решение, что нам этого не надо, потому что у нас какие-то тропические прям дожди. И вот, да, еще один такой плюс, что в случае, если у вас идут дожди, то вот эти грядки, они, конечно, выпускают достаточное количество влаги, то есть в них влага не задерживается, как в болоте, например. Не будет перелива. И таким образом вы спасаете свои растения, опять же, в случае, если у вас какой-то потоп. То есть из этих грядок вода, излишняя влага быстро выходит. Я хочу сказать, что вот мой опыт эксплуатации этих грядок, конечно, говорит о том, что лучше все-таки вот такие приподнятые, огороженные грядки. В них не нужно копать землю. Хотя можно делать грядки и просто без вот этих коробов, тоже без копания. Я могу рассказать вам тоже о своем опыте, как на дернине, например, сделать, ну, на пустом месте. То есть вы хотите новую грядку сделать. Это очень просто, тоже ничего копать не надо. В них очень легко делать совмещенные посадки. Как я показывала, между клубникой высаживала лук в этом году. Но и другие с морковкой лук. Морковка хорошо растет очень в этих грядках. Ну и плюс делать те же компостные грядки. Например, на компостных грядках я выращиваю кабачки, я выращиваю баклажаны. И требуется меньше питания. То есть вам вот это питание, которое вы вносите, ну, в случае, если вы кормите растения, например, чем-то там, какими-то препаратами, то оно не уходит просто в землю, не утекает. Оно больше задерживается вот именно в этом объеме грунта. Мне кажется, что это, ну, просто вот ни с чем не сравнимый плюс этих грядок. Минусы, конечно, самый большой минус в том, скажу я об этом, что это дорогое удовольствие, не дешевое, тем более, если вы решите сделать их из лиственницы. Это наиболее, наверное, дорогое дерево, которое у нас есть на рынке, но эти грядки долговечные. Как мы рассчитываем, что нам этих грядок хватит на всю жизнь, но посмотрим, следите за каналом, я показываю как и что, честно, так скажем, о своем огороде.
Все рассказываю, поэтому мне нравится их использовать. Не надо, опять же, с мульчированием, не нужно их полоть, не требует, то есть вы замульчировали, и сорняки у вас в таком объеме не растут. Ну, где-то, конечно, может прорваться сорняк, но не так, чтобы прям какими-то большими объемами. Поделилась с вами своим опытом. Очень рекомендую. Конечно, можно грядки делать и не из лиственницы. В теплице у меня сделаны грядки из плоского шифера. Я также ими довольна, как и вот этими грядками. В принципе, здесь мы просто делали из такого, из-за эстетического, чтобы было красиво, так скажем. Все-таки дерево, природа. Мы стараемся как-то сохранить, ну, такой природный ландшафт. Но, тем не менее, чтобы было меньше ухода. А как раз вот такие грядки, они позволяют отдыхать на даче, позволяют уезжать в отпуск, ну, если вы правильно все организуете, и меньше тратить своих сил. Поэтому экспериментируйте, рассказывайте, пожалуйста, из чего сделаны грядки у вас. Сейчас я знаю, что на рынке достаточно много предложений по поводу вот таких высоких грядок. Может быть, у вас есть какой-то опыт, вы что-то можете порекомендовать нашим зрителям, подписчикам. Пожалуйста, пишите о своем опыте, где вы покупали, если покупали грядки. Здесь это на моем канале это абсолютно не воспрещено. Я наоборот, хочу, чтобы люди делились своим таким положительным опытом. Если вы где-то покупали удачные грядки, пишите, какой регион, пишите контакты, чтобы люди с вашего региона могли воспользоваться вашими рекомендациями. Пишите, из чего ваши грядки сделаны, если вы делали их своими руками, например, тоже. И какие плюсы и минусы вы видите в выращивании. Давайте делиться опытом негативным и позитивным на вот этом канале, чтобы упростить свою жизнь. Ну, на этом я хочу с вами попрощаться. Заходите на канал, подписывайтесь. Была рада, если это видео будет вам полезным. Ставьте лайки. Ну и жду вас в следующих выпусках.